Наша прекрасная планета полна живых существ. Их можно встретить почти везде. В толще океана, в недрах Земли, в сплетениях ветров атмосферы. Даже в жерлах вулканов обнаружены микроорганизмы, приспособившиеся к таким экстремальным условиям жизни. На Земле обитает около 3 миллионов видов живых организмов с самым причудливым внутренним строением. От примитивных бактерий до высокоорганизованных позвоночных и членистоногих. Однако так было не всегда. Развитие жизни на Земле не было прямолинейным. Существовали периоды большего разнообразия и периоды почти полного вымирания. Такие выводы следуют из анализа окаменелых отложений, которые находят при палеонтологических раскопках. За последние 540 миллионов лет произошло 5 крупных вымираний и около 20 менее значительных. Однако, самый глобальный кризис биосферы на нашей планете произошел намного раньше, примерно 2 миллиарда 100 миллионов лет назад. Считается, что первые живые организмы на Земле появились довольно рано, около 4 миллиардов лет назад, то есть спустя примерно 400 миллионов лет после того, как поверхность планеты стала относительно пригодна для жизни. Земля того времени вряд ли выглядела приветливо. Голые скалы, плотные облака, частые грозы и землетрясения, а также бескислородная атмосфера, состоящая преимущественно из азота, метана и углекислого газа. Это была эпоха примитивных микроорганизмов, археев и бактерий, подавляющее большинство которых использовали аноксигенный фотосинтез, при котором не вырабатывался кислород. Кроме того, предполагается, что существовало множество промежуточных форм, которые невозможно однозначно отнести к живым или неживым объектам. Примерно 2 миллиарда 700 миллионов лет назад возник привычный нам оксигенный фотосинтез. Форма фотосинтеза, при которой выделяется кислород. Она до сих пор используется подавляющим количеством растений и одноклеточных водорослей. Анаэробные организмы не способны существовать при значительном содержании кислорода в окружающей среде. Поэтому древние водоросли, выделяя кислород в процессе жизнедеятельности, убивали конкурентов и освобождали себе жизненное пространство. Первое время кислород расходовался на окисление горных пород в местах обитания колоний аэробных организмов. Так образовались кислородные карманы – небольшие области окисленных минералов. Постепенно кислород начал накапливаться в атмосфере, окисляя метан, соединения серы и железа. Анаэробные организмы, не способные к существованию в насыщенной кислородом среде, вымерли, сохранившись лишь в лишенных кислорода подземных карманах. Биосфера как бы вывернулась наизнанку. Теперь организмы, выделяющие кислород, стали широко распространены, а бывшим хозяевам планеты остались отдельные замкнутые области. Распространение новых организмов привело к уменьшению в атмосфере Земли содержания таких газов, как метан и углекислый газ. Первый окислился с образованием воды и углекислоты, а второй был связан в процессе фотосинтеза. Все это привело к ослаблению парникового эффекта и охлаждению поверхности Земли. Так называемое Гуронское оледенение началось примерно 2,1 миллиарда лет назад и продлилось около 300 миллионов лет, пока увеличение светимости Солнца и тектонические сдвиги не разогрели Землю. Это было время крайне медленной эволюции одноклеточных микроорганизмов, которая осложнялась длительными массовыми оледенениями. Весь этот процесс получил название «кислородная катастрофа». Он не был быстрым, зато точно был крайне массовым и всепроникающим. Практически все наработанное биосферой разнообразие бескислородного периода было уничтожено, а эволюция замедлилась на добрый миллиард лет из-за глобального похолодания. И все это ради перехода жизни на более энергоэффективный тип питания. Примерно 540 миллионов лет назад началась эпоха фанерозоя. Эпоха явной жизни, как ее иногда называют.
Она отметилась бурным развитием многоклеточных и длится до сих пор. Многие существа того периода выглядели совершенно фантастично и не были похожи ни на кого из современных. Однако приблизительно 450 миллионов лет назад бурное развитие жизни было грубо прервано неизвестным фактором. Среди возможных причин называют космический гамма-всплеск, вулканическую активность и даже падение крупного небесного тела. Как бы то ни было, в течение 7 миллионов лет вымерло от 25 до 50% всех живых существ. Это событие, названное ордовикско-силурийским вымиранием, сильно ударило по трилобитам, моллюскам и некоторым другим морским беспозвоночным того периода. Поздний палеозой, наступивший после этого вымирания, ознаменовался бурным развитием наземной растительности. В это же время появились первые амфибии и рептилии. Активно развивались рыбы. Они начали доминировать во всех пресноводных и соленых водоемах. Около 372 миллионов лет назад началось так называемое Девонское вымирание. Оно происходило в несколько этапов, перемежавшихся относительно спокойными периодами. Однако даже в эти периоды скорость вымирания видов была выше средней. Наиболее вероятной причиной данного вымирания считается следующее. Наземные растения того периода имели мощные и длинные корни, что позволяло им получать питательные вещества из гораздо более глубокого слоя почвы, чем раньше. Вода, промывая взрыхленную корнями почву, растворяла питательные вещества и уносила их в океан, где в условиях изобилия света и пищи активно разрастались водоросли. Гниение этих водорослей тратило кислород, растворенный в воде, что приводило к ухудшению придонных организмов. В итоге было уничтожено около 70% морских видов, в том числе практически все виды, формировавшие коралловые рифы. Это привело к глобальным и необратимым изменениям биосферы Мирового океана. Многие рода и семейства полностью исчезли, а другие заняли освободившееся место. Последующий за этим каменно-угольный период по поверхности планеты бурно распространялись древовидные папоротники, а также появились голосеменные хвойные деревья. Как раз в это время сформировались пласты каменного угля, до сих пор активно используемого в промышленности. Также активно развивались насекомые. Именно в тот период жила гигантская многоножка артроплевра, достигавшая в длину 2,5 метров. А также меганевра, огромная стрекоза с размахом крыльев до 1 метра, и пульмоноскорпус, 70-сантиметровый скорпион. Такие невероятные размеры насекомых связаны с повышенным содержанием кислорода в атмосфере. В то время его концентрация достигала 35%. Великое Пермское вымирание произошло приблизительно 251-253 миллиона лет назад, на границе Пермского и Триасового периода. Оно стало самым массовым и глобальным за всю историю многоклеточной жизни. Данные раскопок показывают, что в его результате с лица Земли исчезли до 95% морских видов и до 70% наземных. Причем эта катастрофа произошла практически мгновенно по геологическим меркам, в течение максимум 200 тысяч лет. На восстановление биологического разнообразия наземной жизни потребовалось не менее 50 миллионов лет, а морской – около 100. Практически полностью исчезли знаменитые трилобиты, множество морских беспозвоночных и микроорганизмов. Сильно измельчали и насекомые. Вместо гигантских существ, словно пришедших из фильма ужасов, они стали похожи на современных, мелких и многочисленных созданий. Причины Великого Пермского вымирания до сих пор до конца не ясны. Среди возможных причин называют активную вулканическую активность как самую вероятную гипотезу, а также столкновение с крупным небесным телом, климатические изменения и внезапные сильные выбросы метана в результате биологической или тектонической активности. Достоверно ответить на этот вопрос пока невозможно. Наступивший после Великого Пермского вымирания Триасовый период ознаменовался бурным развитием позвоночной жизни.
Именно в этот период появились архозавры – древние ящеры, давшие начало крокодилам и динозаврам. В Триасе также появились первые млекопитающие, хотя в этот период они не имели широкого распространения. Около 200 миллионов лет назад началось триасовое вымирание. Оно продлилось около 10 тысяч лет и ознаменовало границу между триасовым и юрским периодом. Около половины известных видов, живших в тот период на Земле, стали жертвами этого вымирания. Среди них были различные рептилии земноводные, исчезновение которых освободило экологические ниши и позволило динозаврам доминировать на планете в течение последующих 130 миллионов лет. Причины триасового вымирания неизвестны. Ни одна из предложенных на настоящее время гипотез не является достаточно убедительной. Последовавшие после триасового вымирания юрский и меловой периоды стали эпохой динозавров. Но не только эти гигантские ящеры населяли Землю в то время. Именно в этот период появились предки современных птиц, цветковые растения и современные кораллы. Также развивались маленькие теплокровные животные, покрытые шерстью, млекопитающие. Хотя на фоне огромных динозавров эти маленькие зверьки не выглядели впечатляюще, они надежно занимали свои экологические ниши и успешно эволюционировали. Млекопитающие получили свой шанс в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Это было самое известное и довольно крупное массовое вымирание, называемое мелпалеогеновым. Самой первой и самой популярной теорией, объясняющей это вымирание, было предположение о падении гигантского небесного тела. Все знают о метеорите, уничтожившем динозавров. Однако достоверно причины этого события до сих пор неизвестны. В любом случае, в итоге данного события вымерли все динозавры, а также множество хвойных растений, водорослей и моллюсков. Мелпалеогеновое вымирание стало вехой начала новой геологической эры – кайнозоя, которая продолжается до сих пор. В течение кайнозойской эры бурно развились и распространились по планете млекопитающие, а также птицы и цветковые растения. Млекопитающие обжили все области планеты – от тропиков до ледяных шапок полюсов, от глубин океана и недр Земли до воздушных потоков. В конце концов, эволюция привела к появлению человека. Конечно, даже в наш просвещенный век остаются люди, не верящие в эволюцию. Однако теория эволюции не требует веры, это научная теория, опирающаяся на факты. Современная теория изменения видов прошла долгий путь развития и заметно отличается от теории, предложенной Чарльзом Дарвином 161 год назад. Тем не менее, общие принципы этой научной теории остаются теми же, и на настоящий момент теория эволюции — единственная серьезная научная теория, достоверно описывающая процесс изменения и появления видов живых существ. Некоторые ученые считают, что мы с вами живем в эпоху шестого массового вымирания. Они называют его голоценовым, антропоценовым или четвертичным. На протяжении последних 10 тысяч лет вымерли тысячи видов. За последние 500 лет с лица Земли исчезло около 900 видов крупных животных. В настоящее время под угрозой вымирания находится 40% видов амфибий и 25% видов млекопитающих. И, вероятнее всего, одной из главных причин является деятельность человека. Справится ли человечество с этой угрозой? Перейдет ли жизнь на новую ступень организации, как это было после каждого массового вымирания? Пока неизвестно. Биосфера Земли имеет огромный потенциал для восстановления и развития, но это не значит, что можно нещадно относиться к ней. В конце концов, Земля – наш единственный дом. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Вы всегда можете высказать свое мнение в комментариях под этим видео. Если вам понравился этот ролик, поддержите его лайком. А если вы хотите первыми узнавать о новых познавательных роликах, подпишитесь на канал. И услышимся!